Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как связать вот такую шапочку крючком. Украсила я ее цепочкой из воздушных петель, кисточкой и пику. Рисунок похож на вязание спицами, но сама шапка намного плотнее, нежели была бы связана спицами. Как обычно, замеряем окружность головы. Вот у меня 38 сантиметров. Значит, окружность у меня 38 сантиметров. Для плотного облегания головного убора мы должны от окружности головы отнять от 2 до 4 сантиметров. Значит, я опять от 38 отниму 3,5 сантиметра. Получается 34,5. Теперь мы должны связать образец, которым мы будем вязать головной убор, постирать его, высушить и только после этого делать замер. Теперь мы посмотрим, сколько петель у нас в 1 сантиметре. Так, вот. В 1 сантиметре у меня 1,5 петли. 1 сантиметр равен 1,5 петлям. Значит, мы что делаем? 1,5 умножаем на 34,5 сантиметра и получаем 51,75. Округляем и получаем 52 петли. Вязать я буду крючком номер 4 в 2 нитки. Но для начала я, как всегда, буду делать набор на дополнительную нить. Вы набираете по своему методу, как вы привыкли. Я делаю первую петлю вот таким образом, перекручиваю петлю и провязываю. И у меня 1, 2, 3, 4, 5. Но для того, чтобы замкнуть вязание в круг, нам нужно прибавить еще 1 петлю. То есть мы должны набрать 53 петли. Итак, набираем цепочку из 53 воздушных петель. Набираем самостоятельно. Итак, набрала я цепочку из 53 воздушных петель. Теперь смотрите, чтобы у вас цепочка не перекрутилась. Вот в крайнюю петлю вводим крючок, а провязываем мы уже той нитью, которой будем вязать. И еще 1 воздушную петлю. Эту нитку можно отрезать. Для удобства хвостики можно будет потом завязать. И далее мы вяжем полустолбики с 1 накидом. Значит, смотрим. Эта петля у нас задействована. Вот следующая есть петля.
вытащили петлю и все 3 петли провязали вместе. Накид, крючок ввели в петлю, вытащили новую и все 3 петли провязали вместе. Накид, крючок в петлю, вытащили новую петлю и все 3 петли провязали вместе. Значит, здесь что я хочу вам сказать. Крючок вводите либо вот таким образом внизу в самом, либо всегда вверху, чтобы у вас было одинаково. Иначе у вас высота столбиков, ножка, будет разная. Либо коротенькая, либо длинная. Поэтому вводите в одно и то же место в петлях. То есть уже сюда не стоит вводить, только вверх. Накид, крючок в петлю, вытащили новую и все 3 петли провязали вместе. Накид, крючок в петлю, вытащили новую, все провязали вместе. И так вяжем по кругу. И далее я вам покажу здесь соединение. Итак, связали мы 53 полустолбика с накидом. Теперь теперь смотрите, чтобы у вас вязание не перекрутилось. Теперь во вторую петлю, не под петлю, а именно в петлю и немножко влево под наклоном, ввели крючок и провязали. Затем вывязываем одну воздушную петлю. Значит, перед вами вот косичка есть. Если повернуть немного на себя, то вверху тоже есть косичка. И мы должны вязать вот за эту полупетлю. Но если мы сразу вот за эту свяжем, то у нас столбик сдвинется. Поэтому нужно вязать вот за эту полупетлю, которая прям рядом с соединением. Накид, ввели крючок в самую первую полупетлю. И далее на обороте, смотрите, вот есть вертикальная. Вот за нее еще надо ввести крючок. Вначале оно будет немножко трудновато, а потом пойдет легче. Вытянули петлю и все 3 провязали вместе. Опять накид. Теперь вот за эту, вот у нас косичка перед нами, и от нас вот она вверху. Вот за эту полупетлю ввели крючок и вот за эту вертикальную. Как я уже сказала, первый ряд немножко трудновато будет вязать, вот сюда попадать. Вытаскиваем новую петлю и все 3 петли провязываем вместе. Накид, опять за верхнюю полупетлю. На обороте есть одна вертикальная, одна из 2. Вот за нее вытаскиваем и 3 вместе. Накид, вот косичка, вот верхняя, за верхнюю полупетлю и за вертикальную обязательно. Вытащили и все 3 провязали вместе. Теперь я вам объясню, почему надо обязательно вязать за вертикальную. Если вы будете вязать просто за верхнюю полупетлю, смотрите, столбик у вас съехал вправо. Он не закреплен как следует.
Следующий столбик у вас тоже ушел вправо. И поэтому у вас весь рисунок будет скошен в правую сторону. Так вот, чтобы этого сдвига вправо не было, делаем накид, вводим под полупетлю и в вертикальную. И тогда у вас будет жесткость. Вот он стоит, этот полустолбик, четко по центру. Видите, он никуда не уедет. Накид. А иначе, видите, он сдвигаться будет у вас. Петля большая, и он уедет сюда. Чтоб он не сдвигался, вводим сюда и в вертикальную. Накид. Значит, вот косичка, вот верхняя. Берем полупетлю и обязательно за еще одну. Накид. Под полупетлю и вот за вертикальную. И так вяжем по кругу. Ну вот, довязала я круг. И во вторую петлю подъема, вот здесь мы соединяли, вот вторая петля. Вот сюда соединяем. Опять одна воздушная петля. Значит, вот за эту петлю, за самую первую, возле петель соединения берете накид. Эта петля вот прям рядом, не за эту, а вот еще ближе. И одну вертикальную. Затем уже берем вот следующую. И вертикальную петлю. Вот она у нас следующая. И вертикальную какую-нибудь. Вот рядом даже можно. И обязательно вертикальную. Накид. Смотрим. Эту мы уже провязали петлю. Значит, вяжем эту. И одну вертикальную берем. Она уже теперь легче будет браться. И провязываем вместе. Накид. Вот, значит, у нас коса идет. Она уже выделяется у нас. А вот вверху косичка. Вот за эту полупетлю. И вот вертикальная. Она уже берется легко. Накид. Верхняя полупетля. И здесь прям же рядом вот еще одна. Вытащили и провязали. Вот. Итак, мы вяжем опять по кругу. Провязав рядов 5, там 6, я не знаю, сколько вам понравится, вы можете добавить какую-то еще нитку. Вот у меня от предыдущего вязания осталось салатовое. Я сюда включу пару рядов салатового цвета. Что еще хочу сказать? Вот за этот шов вы не волнуйтесь. Мы его уберем. Значит, вяжете вы на такую высоту, которая вам необходима. То есть, откуда у вас начнется шапка? От бровей, там выше. И вяжете до прямой линии с макушкой. Ну вот, провязала я 5 рядов. 1, 2, 3, 4. Вот этот будет 5. И теперь решила я добавить ниточку другого цвета. Значит, как мы заканчиваем 5 ряд. Во вторую петлю крючок ввели, а ниткой
соединили другого цвета. Одну петлю подъема, накид. И вот самая первая петля возле соединения, не это, а вот это. Вот сюда мы заходим. И на той стороне вертикальную, в любую, для начала. Вот, провязываем. Накид. Вот, теперь мы в эту петельку. И можно взять либо эту петлю, как вам удобнее будет, либо эту, но обязательно вертикальную. Накид. И вот одна вертикальная идет. Вот здесь на контрастных нитках будет виднее. Значит, эта коса у нас идет наперед, это вверху, вот за эту петлю. И вот тут две вертикальные, вот они. Вот либо за эту берете, как вам удобно, либо за эту. Вот, либо за эту петельку. Вот. И так вяжем по кругу. Сколько вы будете провязывать, это уже личное дело. Можете 2-3 ряда, потом опять этот цвет добавить. Можете другой какой-то, можете одинаковые полосы. Ну, в общем, экспериментируйте. И так вяжем дальше. Довязала я 2 ряда салатовым цветом. Вот один и второй ряд. Теперь я буду соединять. Вот эта петля у нас соединительная была, а это петля подъема. Вот сюда вводим крючок. И опять перехожу на нить розового цвета. И вот так вяжем, комбинируя цвета. Вяжите дальше самостоятельно. Итак, вот довязала я на ту высоту, которая мне требовался. И теперь мы будем делать расчет для убавления на донышком. Окружность головы у нас 38 сантиметров. Значит, записываем таким образом. Окружность головы 38 сантиметров. И нам нужно найти радиус. Значит, длина окружности равна 2πr. R радиус. Значит, радиус будет равен длина окружности, деленная на 2π. Подставляем значение. Сюда 38 сантиметров, вот они. 2 умножаем на 3,14. И получаем примерно 6 сантиметров. Теперь нам нужно узнать, сколько рядов в 6 сантиметрах. Для этого берем наше вязание. И замеряем, сколько рядов в 6 сантиметрах. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов полных. Значит, 6 сантиметров это 9 рядов. Вот мы на 9 рядов должны сделать убавление. У нас было 53 петли. Но 53 на 9 не делится. Значит, округлим на 54 петли.
Теперь мы 54 петли делим на 9. Получается 6. То есть в каждом ряду вы должны убавить, вот у вас будет 9 рядов, или сколько у вас там будет. Вы в каждом ряду должны убавить по 6 петель. Равномерно. Ну и теперь начнем делать убавление. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А 8-ю и 9-ю провязываем вместе и закрепляем вертикальной петлей. Вот так. И так вяжем по кругу. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязываем, а 8-ю и 9-ю провязываем вместе. Это первый круг. В следующем кругу вы можете убавку сделать здесь, между этими убавлениями. Вот я решила, как сделать. Вот сюда маркер поставлю, что я сделала здесь убавление. В следующей убавке тоже поставлю маркер. А потом уже между ними буду делать убавление. И так с каждым кругом вы убавляете. Причем не забудьте, что в каждом ряду вы должны убавить по 6 петель. Ну вот, я сделала в первом ряду 6 убавлений. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем кругу вам нужно тоже будет 6 убавлений сделать. Вот делайте посередине здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем кругу опять вот можно уже где-то между ними или над этими делать тоже убавление. Но всегда по 6 петель убавляйте на каждый круг. Единственное, что хочу сказать, если у вас убавление попадет на шов, шов не трогайте, иначе при убавлении он у вас скосится либо в ту сторону, либо в эту. Поэтому петли где у вас петли подъема, здесь не трогайте. Когда вы будете заканчивать шапочку, вот у вас останется маленькое отверстие и мало петель, вам за вертикальную петлю крючок вводить будет тяжеловато. Поэтому вы можете вязать и убавление делать сразу за полупетлю. Рисунок у вас уже не собьется. Вот в итоге мы так закрыли. У меня, правда, получилось не 9 рядов, а меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. И теперь мы начинаем стягивать донышко. Значит, собираем мы петли эти тоже за
внутреннюю полупетлю, чтобы косичка у нас оставалась. И вот стянули мы донышко шапочки. Теперь мы эту нитку заправим внутрь. И вот такая шапочка у нас с вами получилась. На голове сидит отлично. Теперь мы эту шапочку должны обвязать. Значит, мы отрезаем вот эту нить набора. Отрезайте, не бойтесь, петли не убегут. Чтобы вам было удобно обвязывать дальше крючком, вот эти петли, где у вас была дополнительная нить, соберите на тонкую спицу. Теперь я вам расскажу и покажу, как спрятать вот этот шов. Берем нитку основного цвета в 4 сложения, вот в 4 ниточки. Вводим крючок в вершину. И вытаскиваем петлю. Теперь вводим крючок между рядами, прям по шву. И вытаскиваем новую петлю. Первую петлю мы потом затянем. Опять между следующими рядами. Вытащили. Дальше между рядами. И вот так до конца провязываем. И так вяжем до конца шапки. Вот у нас осталась последняя петля. Затянули ее по размеру здесь. Вытягиваем вот так подлиннее. Делаем накид. В эту же петлю вводим крючок. Вытаскиваем на такое же расстояние. Вот. И оставляем. Далее. Вот эти все петли вот у нас тут есть нитки, которыми мы вязали эту косичку. Ею связываем
Мне неудобно показывать перед камерой, несподручно. Короче, вы делаете кисточку. Петли поровнее сделаете. Вот, потом это все обрезается. Вот здесь только вам замотать придется поаккуратнее. Мне на весу неудобно перед камерой. Вот. И вот такая кисточка у вас получится. Вот в таком плане. Я говорю, естественно, вы там посмотрите, какой вам длины нужно будет, если вы надумаете. И обмотать здесь получше. И вот мы закрыли шов. Теперь смотрите, можно делать без нее. И шов сделать сзади эту косичку сделать сзади. Можно этих косичек сделать несколько штук, сколько вам захочется. Можно, значит, как я уже сказала, без кисточки сзади. Можно как украшение сделать здесь, сбоку. Это уже на ваше усмотрение. И теперь мы будем обвязывать саму шапочку здесь впереди. После того, как вы собрали петли, которые я вам до этого показывала, они у нас тут маленькие были, когда мы вытащили дополнительную нить. Смотрите, чтобы петли у вас не так были, а чтобы они были перекручены. Если они у вас прямо расположены, вы их перекрутите. Теперь берем крючок меньшего номера и берем нить основного цвета только в одну нитку. Вывязываем 1, 2, 3, и в эту же петлю, которая была перекрученная, вывязываем пико. Следующую петлю мы просто провязываем. Вот видите, петли перекрученные, чтобы вот такие они были. Затем 2 петли провязываем. 1, 2, 3. Вывязываем пико. Следующую петлю просто провязываем. Следующая петля. Вяжем пико. 1, 2, 3. Вот в это место, чтобы потуже было у вас. И протягиваем. Следующая петля перекрученная. И мы ее просто провязываем. А в следующую уже вяжем пико. 1, 2, 3. И вот таким образом провязываем и сюда. И опять
одну петлю с другой провязываем. Вот эти петли можно было бы, конечно, сбросить, они не распустятся. Но если мы их сбросим, они между рядами будет большое расстояние, натяжения не будет. Поэтому вот эти петли, они должны быть у нас закреплены и причем перекрученные, как и были изначально, когда вы распускали. Ну, кто придумает, как обвязать шапку, дело уже вкуса. Ну вот и закончила я эту шапочку. На что хочу обратить ваше внимание, что вот эту косичку можно закончить не кисточкой, а бантиком. Или еще чем-нибудь, уже на ваше усмотрение. Ну и вместо косички можно связать какую-нибудь симпатичную тесьму. Как я уже сказала, можно связать вот одну косичку с кисточкой, с бантиком или вообще без ничего. А можно связать вообще без кисточек несколько косичек. Фантазируйте, применяйте все, что вы знаете, всякие отделки. Комбинируйте крючок со спицами, комбинируйте разные размеры спиц, разные размеры крючков. Всего вам доброго, спасибо за внимание.